Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы выпускаем выпуск про топ-5 пультов для смарт-ТВ боксов. Мы сузили, скажем так, этот ассортимент рекомендуемых пультов и обсудим сегодня эту самую пятерочку на канале Технозон. Поехали! Вообще возникла такая мысль после того, как я сегодня тестировал очередную новинку. Пока что она не годится на топ. Неплохой пульт, но скоро будет обзор на канале. Но при этом у нас есть, допустим, пульты G20 BTS Plus, есть G20 Pro. Тут у меня огромное количество пультов лежит на столе. Но при этом мы должны были отреагировать, мы должны были перевыпустить этот топ, потому что на момент обзора, например, G20S Pro, это был классный пульт, это была ревизия 1.1, и люди начинают жаловаться на ревизию 1.2, и вот это мне перестало нравиться, и поэтому мы должны сформировать с вами новый топ пультов для того, чтобы определить именно хорошие пульты на сегодняшний день. Давайте, мы уже переходим, а вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот информационные обзоры. И они, главное, что все эти пульты мы держали в руках, и все ссылки на эти пульты, ссылки на проверенных продавцов и ссылки на обзоры тоже лежат в описании под видео. Но мы начнем с вами с 5-го места и потом обсудим с вами один момент. Давайте так, начнем с 5-го места. На 5-м месте G20S. Старый, добрый, проверенный пульт G20S. Я вам скажу так, за 2 года использования он, конечно же, у меня потерся. Он уже стал, такой старичок-дедуган, но он работает, безоговорочно работает. И 5-е место в данном случае это не из-за того, что он плохой, потому что все 5 пультов реально очень крутые. И вот, знаете, грань между ними, вот она очень-очень такая тесная, и отличить преимущества одного от другого, конечно же, можно, у них и разные преимущества, разные назначения, но сказать, что этот пульт плох, не скажет никто, это легенда. Вот вы знаете, что мне интересно? Когда мне говорят, вот G20S Pro, дешевый пластик. Ребят, за его цену, давайте мы посмотрим на G20S Pro при доставке из Китая, $8 24 цента. Извините меня, найдите что-нибудь рабочее дешевле, вот нормально работающее. Это реальный топ за свои деньги, за 8 баксов. В нем есть и голос, в нем есть и аэромышь, в нем есть кнопка субменю, Delete, есть навигационные кнопки и программируемая одна кнопка включения-выключения. На самом деле это мега крутой пульт, а вот здесь даже сравнение есть. Но мы берем конкретно G20S. G20S 2018 года. Здесь единственное, чего нет Bluetooth. Но про Bluetooth мы поговорим чуть позже. Поэтому вот этот пульт мы рекомендуем как базовый пульт, когда вы купили и не хотите морочиться. Смотрите, по поводу включения-выключения, вот мне там часто задают вопрос, вот ты почему не проверяешь включение-выключение, я вам объясню. Дело в том, что зачастую приставки, которые работают на донглах, а этот пульт, вернее, пульты, которые работают на донглах, а этот пульт это донгловый пульт, вот на вот таких вот 2,4 ГГц, зачастую приставки при уходе даже в сон отключают USB. Это проблема, поэтому данные пульты включения в основном происходят через программирование кнопки ИК-порта на телевизор, например, и потом телевизор по ЦИК. То есть телевизор включает приставку либо на приставку, и приставка включает телевизор. У нас здесь есть пульты, которые включают нормально приставки. Слушайте, дальше. Смотрите, вот есть один момент, который я хочу с вами обсудить. На 4-е место мы поставили G40. Это голосовой пульт, 33 кнопки. Все кнопки обучаемые, 33 обучаемых кнопки. Пульт неплох. Была первая ревизия, которую я как-то так сначала подмучил, потом вышла вторая ревизия, мы его поюзали, и вы знаете, очень даже неплохо. И я вам скажу, какой у меня вопрос стоит. Дело в том, что очень многим нравится G30, но вот этот вот нелепый дизайн и глянцевая поверхность, она обескураживает, и обескураживает очень многих. И очень многие готовы отказаться от G30 только из этих моментов. При этом, хотя когда-то были жалобы, что он жрет батарейки, уже это устранили, там поменяли один диод, и все стало в порядке.
При этом G40 сейчас все больше людей говорят, что он лучше. И мы, конечно же, основываемся на том, что G40, он действительно поинтереснее по дизайну и по функционалу он примерно такой же, как G30. То есть это фактически тот же самый пульт, только в другой упаковке. Поэтому вот у меня вопрос для своих подписчиков. Вот смотрите, даже здесь, видите, есть 6-осевой гироскоп, 33 программируемые кнопки, микрофон, конечно же, это все пульты с голосом обязательно, с гироскопом. И вот у него отличие, есть кнопки ABC, это мультимод. Фактически на A это будет у нас Apple TV, на B это Vision TV и на C это Roku. В принципе, для нас абсолютно бесполезная фигня. В основном зрители моего канала Apple TV после моего разгрома Apple TV не очень-то смотрят. Но смотрите, он неплох, он действительно неплох, у него в принципе есть какие-то детские болезни, поэтому на 4-м месте. И вот я хочу, чтобы мои подписчики написали, какой же пульт из этих двух, G30 либо G40, мы будем с вами, скажем так, предпочитать в качестве полностью программируемого пульта. Поэтому я как бы по умолчанию G40 ставлю на 4-е место, но мы подразумеваем, что там и G30. И вот я призываю всех своих подписчиков судить по отзывам в комментариях именно между этими двумя моделями. Поэтому ссылки на обе модели будут в описании под видео. Обе модели имеют голосовой поиск, обе модели программируются 33 кнопки. У обоих моделей есть голосовая функция 6-осевой гироскоп. Поэтому вот классные пульты на самом-то деле, но мне G40 нравится больше. G30 такая каплевидная форма. Ладно. На 3-м месте у нас вот этот вот знаменитый пульт RE-X8 Plus. Это пульт-клавиатура, и у нас занимают действительно 2-е и 3-е место это пульты клавиатуры, только это полноценный пульт-клавиатура, и он отличается от всех остальных вот в этой массе вот такого формата пультов тем, что у него есть голос, это раз, вот голосовая кнопочка. Второе, есть скроллер, это 2. Третья, у него приятная подсветка, и она неплохо держится от одного заряда, она на аккумуляторах, на BL5C, помните, такие в Nokia, в стареньких, здесь BL5B, в Nokia стареньких были, где она работает от донгла, и клавиатура действительно классная, мне очень сильно нравится. Она есть русскоязычная, давайте я вам сейчас покажу. Она есть русскоязычная, вот, покупаем чайно с русским языком, есть испанская, есть английская. И вот именно первый вариант, стоит он 19.35, кстати, забыл, G40 стоит 22 бакса, а G30 стоит подешевле, G30 стоит 11. Вот этот вот момент стоит нам вот учитывать, что G40 и G30 разница сильно большая в цене. Поэтому вот тут как бы еще один момент. Поэтому давайте вернемся к RE-X8 Plus. Он мне нравится, он нормально далеко бьет, он очень хорошо работает. Поэтому я реально его рекомендую. Обзорчик есть, пойдите посмотрите, действительно очень крутая штука. При этом, я вам скажу так, у нас есть также видео про переключение на русский язык, как вот очень многие жалуются, как переключать языки, поэтому я тоже ссылочку специально для поклонников таких пультов разместил в описании под видео. На 2-м месте несменный лидер, обалденный пульт, он мне нравится настолько сильно, что это просто, он завоевал сердца многих. Сейчас вот я думаю, что в комментариях вы увидите огромное количество положительных, восторженных эмоций, когда люди говорят, что G7 это вот реальный топ. А знаете почему? Потому что это G7V с голосом. Вот у него голосовая кнопка, указатель мыши гироскоп. У него 5 программируемых кнопок на включение, плюс вот эти вот 4 еще дополнительных. Навигационные кнопки, полноценная клавиатура QWERTY. Ребята, это реальный топ. Плюс еще и подсветка есть. Единственное, почему он не на 1-м месте, это спаренная кнопка домой и кнопка назад. Извините, но имеем что имеем. Вот абсолютно мега идеальных пультов не было, никогда не будет. При этом он хорошо держит аккумулятор, вернее, хорошо держит аккумулятор у него от одного заряда. Он стоит не так дорого, как, например, вот этот вот RE-X8. И он сочетает в себе и гироскоп, еще и голосовой, он сочетает в себе и простой пульт, еще и пульт-клавиатуру, поэтому это вот именно, знаете, пульт выбора нереально крутой, просто нереально. Я всегда им восторгался, всегда я его ставлю в пример для других, скажем так, производителей. И G7V он занимает достойное 2-е место на нашем канале. То есть вот так вот. У него есть цифровая панель, короче, классный. Еще и дизайн классный. А на 1-м месте у нас на текущий момент G20 BTS Plus. Хотя, что самое интересное, у этого G20 BTS Plus спереди маркировка G20S Pro. Видели?
То есть у меня в обзоре вообще даже путаница вышла. То есть у него везде маркировки G20S Pro. И когда его еще не было на Али, я выпускал обзор именно как G20S Pro. Потом продавцы переименовали его G20 BTS Plus. Чем уникален? У него есть донгл, который я сразу взял и выкинул нафиг. С донглом я не уверен, что он будет хорошо работать, как и с G20 Pro, который я сейчас не рекомендую из-за очень большого количества жалоб и ревизии 1.2. То есть донглом, а вот зато при коннекте с Bluetooth 5 с Android TV боксами у него работает и голос, и аэромышь. И плюс он включает, выключает. Я специально коротенькое видео разместил в описании под видео, как он включает и выключает, если приставка в режиме сна. Вы должны помнить, что ни одна приставка в мире по Bluetooth при полном выключении TV-бокс не включает, даже пресловутый Nvidia Shield. Если вы там умудрились Nvidia Shield отправить в полное выключение, то включить его сможете только передернув розеточку. И это абсолютная правда. Владельцы Шильда это подтвердят, хотя некоторые путают немножко. И когда включают, они полностью его выключают, по ЦИК включают телевизор и зажигается Shield, они немножко путают, что вот это включается не Shield, а Shield включается от телевизора. Ребят, реально классный пульт в том плане, что у него даже в режиме аэромыши работает правильно кнопка назад, то есть она именно работает как назад, а не знаете, как на других пультах там вообще на мороз кнопки выпадают назад. Плюс у него приятная голубая подсветка, мягкие кнопки, хотя клацают. Вот все пульты клацают, некоторые клацают меньше, некоторые больше, но абсолютно все 100% пультов не сенсорных с физическими кнопками, все клацают. Поэтому на первом месте сейчас G20 BTS Plus, обзорчик лежит в описании под видео, перейдите, посмотрите. Очень крутая штукенция, и мы ее действительно рекомендуем. Она заслужена сейчас на первом месте. Если будут вылазить какие-то косяки, уже там и пойдут вторые версии ревизии, третьи, с очень плохими какими-то отзывами, мы, конечно же, будем сразу же менять топ и реагировать. А в остальном все. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.